Я в Украине с 2014 года, с лета, как началась Иловайский котел, как раз мы были на Черном море, на Азовском. Ну и приняли такое волевое решение. Ну, не то, что мы с семьей посоветовались, что мы должны быть на стороне правды. Вот. Ну, увидели, что самолеты летают на Новоазовск, вертолеты, и поняли, что началась война. А для нас война, она, как с 17 года, я имею в виду с 1917 года, как наших прадедов двоих были уничтожены режимом советским. Ну и продолжались, в смысле, и гонения на нас там, в РФ. Ну и приехали. В 2014 году, в октябре месяце, я поступил в правый сектор. И уже в январе месяце на полигон, дальше на передовую. А что такое война, что мы воюем там, как воюем? В 2015 году я принимал участие в районе Песков, в районе Тоненька, Верхнеторецкого. Та война, она как бы такая, по сравнению с тем, что происходит сегодня. И детский лепет, так скажем. Вот. Расскажите, пожалуйста, про ваших сыновей, про их подвиг и бой в селе Лукашовка 9 марта. Я могу рассказывать со слов. Я сам не участник этого боя. Я зашел в Лукашовку 1 апреля. Вот. Я имею в виду, когда уже село было освобождено. Общался со служивцами моих сыновей. Оба были бойцы 16-го батальона 58-й бригады. Да, так точно. Это был геройский бой. Вот я был на этом поле боя, все это фиксировал, разговаривал с местными жителями, которые говорили, что противник после этого боя 3 недели сжигли они свои трупы. Это были сирийцы, это были буряты, это были белорусы в Лукашовке. В Дагестане командир был у сирийцев. Сколько всего у вас детей в семье? Детей в семье 12. И двое, это старшие, расскажите. Рома и Леня, они тоже считаются, что они мы их не вычеркиваем из списков, потому что это наши дети, они будут с нами всегда. Роман и Леонид Бутусины погибли смертью героев 9 марта в бою за село Лукашовка под Черниговым, останавливая российский прорыв. Расскажите про них, сколько им было лет, как они готовились к войне. Они с детства были такие боевые. На момент их смерти Роману было 24, а Леониду 20. Вот. Леня 4 года отучился в лицее военном. И командование, все, конечно, и его сокурсники его все любили. Он был душой коллектива, был командиром отделения. Вот. И военное дело он знал на отлично. Это многие могут подтвердить сослуживцы, что он один из лучших, кто стрелял из ПТУРа, с СПГ. А Рома тоже весь был военный. Он учился 3 года в академии. На 3-м курсе он был комиссован, к сожалению, по здоровью. Потому что у него было 2 язвы открылось. Вот. Учился, один из лучших учеников был и тоже висел на доске почета и любил свое дело. Учился он на артиллерийского разведчика. Был такой случай у нас в селе, недалеко от нашего села, заблудился ребенок 4-летний. 2 суток мы его искали, и Рома именно организовал поиски, именно профессионально. Там было около 500 человек этого ребенка искало и нашли с Божьей помощью. И Рома, был активным этим. Он заправлял всем этим, в общем-то. На коне ездил там, расставлял, кому куда идти. Прекрасно ориентировался на местности. То есть, и я со своей стороны в них вкладывал то, в чем, может быть, я свои ошибки не исправил, но хотел, чтобы они были самые лучшие, самые
ну и подготовленный к военному делу. Ну, там говорит, я использовал всякие возможности, чтобы там на полигоны ездить еще с молодежью. И Ромка в 4 года у меня с пистолетом Макарова попал в мишень. Ну, то есть... Во сколько лет? 4 года ему было. 4 года стрелял из Макарова? Да, но с подставки, ну как бы там ни было. Макар это сложный пистолет. И даже в этот сам квадрат он попал. И это было, ну, все удивлялись тогда ему. Что вы знаете об обстоятельствах подвига ваших сыновей и об их героической гибели в бою за Лукашевку? Ну, знаю вот, со слов сослуживцев, что когда бой начался, ну, во-первых, к сожалению, у них не было в достаточном количестве зарядов на РПГ-7. Значит, с РПГ-7 они отработали БМП, это как минимум. Потом еще мне один рассказывал, что Леня взял в другом батальоне, 21-м, эту муху французскую, с ней там еще бегал, ну, стрелял, короче, с этих мух по противнику. Ну, мы знает это все только Бог, и как оно все было на самом деле. Вы выезжали на место боя, вы нашли их? Да, я их нашел. Вы нашли своих сыновей на месте боя после освобождения села? Да. Ну, я освобождал соседнее село Слободу, участвовал в этом. А Лукашевку освобождали другие подразделения. Вот. Я только 1 числа туда попал. Ну, я видел все это место боя, где позиции были наших ребят. Вот. Все это потом согласовывал. Да, действительно, там Рома копал. Ну, там говорили, вот здесь, ну, где стоял этот взвод, значит. Ну, нашел там невыстреленные ракеты с Птура, то есть они как бы были уже расчехленные, но они, к сожалению, были негодные. Вот. Ну и где противник, как он прорывался, откуда, с каких сторон, то есть с 3 направлений противник прорывался. Наших там было 2 танка, 1-я танковая бригада. То есть там было преимущество колоссальное у противника. Но надо понимать, что противник готовил этот прорыв. То есть они накапливали силы в Слободе и в Ивановке. И, ну, аэроразведка это докладывала об этом. Вот. И если бы противник, ну, прошел через Лукашевку тогда, то, естественно, они бы прошли дальше на Анисов и перерезали дорогу, которая ведет от Куликовки на Чернигов. И 9 марта бы Чернигов был бы уже отрезан. Ну, как бы дальше события происходили, я не знаю. Я в голову не влезешь путиноидом. Но я так думаю, что если бы они оставили в каждом селе по 2, по 3 танчика, ну, допустим, блокпосты, и рванули дальше бы скажем, на Борисполь, на Киев, то мог бы вообще весь театр военных действий, ну, ситуация по-другому сложиться могла бы. Вы воевали рядом с сыновьями, недалеко, да? В соседнем селе. Я был в Будах, в Грабевке, в Баклановом, Муравейке. Ну, мы какая у нас? Мы же как мальчиши-плохиши. Ну, то есть мы не в составе ЗСУ, а... Вы в составе правого сектора, отряда правого сектора, добровольческого. Да. А дети уже у вас получили гражданство Украины, да, и они уже были военнослужащими, да, в действующей армии. Да, они были военнослужащие 58-й бригады. Вот. Что теперь ваши действия после того, вот, как они погибли, как вы сами нашли их на поле боя, похоронили? Расскажите, что теперь вы делали на войне, ваши действия, ваш дальнейший путь? Ну, это и тот случай, когда дети лучше нас, когда дети нам дают направление нашей деятельности. То есть моя обязанность — это продолжить это дело, то есть борьба с большевиками, с путиноидами будет. Ну, то есть где-то когда-то мы еще могли слукавить, да, где-то там отсидимся, там коров будем пасти, там потихоньку сами жить своей жизнью, но так не получится. Вот, так же, как и наших прадедов убивали, теперь убили моих детей. Это все те же путинские собаки, большевики. Поэтому будем продолжать это дело. Вот. И, конечно, мы будем поднимать русское знамя, знамя русского освобождения,
русской освободительной армии. Вот. Постараюсь с Божьей помощью собрать под знамена РОА непримиримых врагов большевизма, вот, тех людей, которые не сдадутся, не дадут заднюю. Вот. И я постараюсь, все, что от меня зависит, я сделаю. Ну и прославлять этих новых воинов, новых новомучеников, новых святых. От меня тут, вы знаете, от меня немного зависело. Мне звонят люди, совершенно мне незнакомые. И вот позвонил, скажем, фермер Григорий там, и говорит: вы знаете, они мне спасли жизнь. Ваши сыновья? Да, они, говорят, мне позвонили 10:30 и сказали, что дядя Гриша, текайте, мы села не удержим. А так как я, говорит, кормил ЗСУ, то мне была бы смерть. Они варили на ЗСУ и кормили. Вот. Мне была бы смерть, мои хлопцы позвонили, и он тем самым спас себя и свою семью. Вот. И звонят такие люди, которые где там стояли где-то они в селах каких-то, узнают как-то каким-то образом контакты, пишут мне в Ютубе, там на странице, в Фейсбуке, там, и такие теплые от них воспоминания. В Калуше, там мои друзья инициативу такую, чтобы улицу переименовать в честь братьев Бутусиных. То есть, Бог знает, что я не инициирую эти все вещи, это происходит само по себе, по Божьей воле. Вот. Просто это для того, чтобы пример настоящего героизма был у людей на глазах. Чтобы мы в этой тяжелой ситуации не сдавались, а шли вперед. То есть я понимаю, что не всем героям дают героя Украины, и не все герои Украины герои на самом деле. Но у Господа все эти знаки отличия, это все у Бога записано. Вот. И таких случаев, за время этих боевых действий я знаю, много. Вот я говорю, буквально дня 3 назад такая ситуация, что все, отказ, никто не идет, не хотят идти в эту посадку, которая простреливается. И смотришь, говорит командир, я иду один. Подходит к нему, пулеметчик, говорит: братан, я тебя не брошу. И в итоге все эти отказники, уже звонят своим подругам, женам, ругаются с ними, все и все, и пошли все. Таких, или, допустим, в этих будах, уже когда, паника, отступили, танки все-таки такое, страшно, едет навстречу парнишка молодой и говорит: а вы моих забрали, говорит, с поста? Нет, не забрали. Тогда я поехал за ними. То бишь он поехал на верную смерть их спасать. И, конечно же, тут нам уже, мужикам с бородой, уже стыдно стало, мы развернулись и погнали с ним. Вот. И, Хотя вы не обязаны были это делать, но тем не менее поддержали боевого товарища. Христианин должен жить по совести, и совесть — это главный компас. Вот. Вы были на поле боя в Лукашовке и сами собирали руками тела, останки погибших героев. Сколько всего там погибло наших воинов, сколько вы видели? После того, как я нашел своих сыновей, мне уже, конечно, было не до того, понимаете, ситуацию. Я все-таки надеялся их найти живыми в каждом селе, куда мы не заходили. Я везде по подвалам их искал, может, думал, где-то раненые. Может, они где-то выжили каким-то чудом. Я все на это надеялся. Вот. И Леня и Рома, это были уже 10-11. И еще после этого находили людей. Это в Лукашовке. Вот. То есть в Лукашовке много пало бойцов. Но если бы не их смерть, скажем, то цена их смерти — это наша свобода. Да, иначе российские войска выходили на последнюю дорогу, отрезали бы полностью Чернигов и штурмовали бы после этого Чернигов со всех сторон. Да? Это как минимум. Это как минимум. То есть Чернигов был бы уже отрезан тогда, 9 марта. Вот. Это я еще раз поправлю, что это, конечно, не российские, потому что России не существует с 1917 года. Это продолжение СССР, это, конечно, не Россия никакая, это антироссия. То есть мы настоящие русские, все понимаем,
ну, как никто другой. Вот. Сами на себе почувствовав всю эту мерзость этого режима путинского, и всех тех, кто был до него, мы понимаем, что это главные русофобы. Но я еще как бы скажу, что самый зачуханный человек в РФ – это русский. Там нет у него никаких прав. Там азербайджанцы, чеченцы, кто угодно. В Москве, там, в Питере, в Краснодаре, бывшем Екатеринодаре. Там все рулят, но только не русские. Русские вот сейчас колхозники с деревень последних выбивают, потому что у них нету даже альтернативы. То бишь им сказали, у вас есть возможность пойти немножечко там заработать денег в Украине и закрыть кредиты, скажем, там еще какой-нибудь. Ведь москвичи не воюют, и питерцы, и прочее. Их это особенно не касается. С сел, с деревень. Вот. И поэтому объясняется эта их жестокость чем? То, что им все время в голову вбивали, что они самые лучшие, самая лучшая страна. А тут приезжают они в Украину, значит, а тут свобода. Там их мент мог спокойно мордой в асфальт положить, а тут они короли. Вот оттуда вся жестокость. То есть не то, что там, ну, говоря, там, в природе русского человека и прочее, прочее. Я так скажу, что если 99 раз сказать человеку, что ты свинья, он на 100-й раз захрюкает. Это не мои слова, это. Если современного совка, ватника отключить от телевизора, буквально через месяц это станет совсем другой человек. Полностью отключить его. Вот, чтобы он на костре кушать себе варил и прочее. Он будет другим. Поэтому так, я ни в коем случае не оправдываю никого, потому что у любого человека всегда есть выбор между добром и злом. И каждая душа по природе своя христианка. Человек родился для чего? Для любви, для спасения души. Любой человек. Вот. Но потихонечку, со временем, он выбирает между добром и злом, лукавит. И в итоге получается совок и ватник. И вот что мы имеем на территории бывшей Российской империи. Но я говорю, что залог нашей победы — это наши мученики. Сегодняшние, вчерашние, их очень много. Вот это просто, ну, столько геройства кругом. Когда раненые говорят, которых нужно эвакуировать, говорят, нет, я своих не брошу. Которые с пулевыми ранениями, со осколочными. Я своих не брошу. Вот. Если ты смотришь, конечно, ну, что это цвет нации, который, ну, конечно, со страхом, конечно, с пробуксовкой, но он готов на смерть. И они умрут. Ну, я имею в виду, ну, легко они пойдут на эту смерть. То есть за друзей, за товарищей, они, чтобы вынести 200-х, 300-х, они готовы сами умереть. Вот. И как бы в то же время там некоторые там спрашивают, а в какой цвет мы там будем красить сходы в домик, там, и у них другие совсем интересы. Это во время войны, ну, с таким страшным врагом. То есть как бы у нас общество немножко не понимает этого момента, что не время сейчас веселья каких-то там и прочее, что сейчас все должно работать на оборону. Каждое дыхание наше. Утром проснулся, что я могу сделать для победы? Вот. Спасибо вам.